Привет, путешественники! Всем привет! Ну что, это очередной выпуск Picard Travel Show, а значит пятерка новых отелей уже на подходе. И мы с вами продолжаем наше путешествие по Хошимину во Вьетнаме. Прежде чем начать, по традиции поздравим нашего победителя. Вот его комментарий. Хотите точно так же, как и он, выиграть проход в бизнес-лаунж, обязательно пишите комментарий под данным видео. И может быть именно вы в следующем выпуске станете победителем. А в нашем телеграм-канале вы найдете истории наших путешествий. А сегодня мы покажем вам отель с удобным сном, но странными подушками. Новый формат Love Отель. Покажем также отель, где стиральная машина решает все. Где жить рядом с Walking Street Буй Вен и не страдать от шума. И где в Хошимине можно жить без туристической суеты. Ну что, полетели! И первым у нас открывает Туан Виет отель. Ну, так себе сказать, отель. Ну, большой номер, зато у нас был высокий потолок, у нас был... Ну, высокий потолок согласен, но большой номер не согласен. По сравнению с чем ты сравниваешь? Это вот сразу большой номер? Просторно было находиться. Чемоданы можно было открыть. Ну, чемодан можно открыть, согласен, но большой номер это нет вариант. У них есть маленькие и большие номера, даже семейные, шестиместные, где, правда, кроватки вплотную будут стоять. Вид, конечно, уже подизношен, все требует ремонта, требует замены. Бассейна нет, спортзала нет, завтраков тоже нет, но рядом есть кафе, рестораны, рынок. Вот мы на рынке там покупали апельсины, мандарины за 5000 вьетнамских. Ну, это просто чудо какое-то случилось. Это чудо чудесное. Что я запомнил, это вид из окна на крышу, на которой валялись старые уже вещи, непонятно какого года там лежащие. Рождение. Уже все такие, ну, не очень красиво. Так, в целом, ну, остановиться, шмотки закинуть можно, но если целый день вы будете гулять. Подушки здесь такие простенькие, нам ничего не меняли, полотенца чистые вроде как были. Третья подушка большая была, валик для обниманий, так сказать. А так, в целом, нормально. Да, здесь семерку могу поставить. Ну, нет, я семерку здесь не поставлю, слишком простенькая, шестерка нормально будет. И перемещаемся мы в Эрос отель. Это вот случилось, мы побывали в отеле. Лав отель. Хорошо, это Лав отель, но вы понимаете, с какими намеками это Лав отель. В принципе, мы жили в номере без окон, все нормально, все цивильно, все чисто, прям даже удивительно, и у них висит сертификат, что все типа вот прям чуть ли не стерильно, все прям дезинфицировано, и мне кажется, для таких отелей это прям показатель. Но, естественно, могут быть шумы потусторонние из соседних номеров. Зато окон нет. Ну и нет, есть номера с окнами, но, к сожалению, здесь нам не дали обширно все посмотреть, снимали только в нашем номере. И, кстати, мы здесь остановились на вторую ночь, решили продлить нормальный отель за нормальные деньги. 8 баллов я тут поставлю. Ну, вот здесь я как раз семерочку, восьмерку, все-таки номер маленький, да. Здесь можно было тоже, наверное, чемодан разложить, но предыдущий номер был с окном и больше простора, и больше площадью. И следующий у нас Лунара Мейсон Централ Парк. Здесь больше как апарт-отель, удаленное заселение, вам приходит код, вы проходите, заселяетесь и сразу же вызываете уборщицу, чтобы вам все убрали. Открываем стиральную... Она уже уехала. Да, ну вернулась другая, которая все это убирала. Открываем стиральную машину, там постельное белье лежит. Ну, странно. Мы хотим постирать-то, а не здесь, чтобы стирали у нашей машинки, так сказать. Нафига мы забронировали. А в целом такой неплохой апарт-комплекс, новенький, свеженький, но уже вот уборка все портит. Постельное поменяли, полотенце поменяли. Здесь надо закрывать обязательно дверь в туалет, потому что в туалете балкон, и у вас вот это вот все идет. Окон нет, но есть окно, которое идет в туалет, а в туалете идет атрем с балкончиками. Ну, так относительно нормально, но на долгий срок жить, мне кажется, слишком угнетающая обстановочка будет. Ну, локация, опять же, тоже более-менее нормальная. Да, я здесь семерку поставлю. Ощущения свои сначала расскажи. Ощущение, как у нас было полное перезастилание всего. То есть горничная была очень недовольна, она так спешила. Сначала нас отказывалась пускать. Потом по результатам ее деятельности мы заехали и ждали еще час, наверное, когда приедет другая горничная, а то, может, и больше. Ну, в целом неплохо, я перестирал все вещи. Был достойно. Единственный вот этот момент, что ожидание, потом туда-сюда, и можно было бы получше. Здесь есть кухня, можно приготовить. И здесь кастрюли, сковородки,
короткие, так что и можно как и на долгий срок остановиться. В принципе, до центра буквально минут 20-25 пешком прогуляться. Сколько ставишь? 8 баллов я поставлю здесь. Ну, 8 я не буду с уборки ставить, 7 нормальная оценка. Вот подтянут, можно повыше будет поставить, пока нет. Ну, везде волосы валяются, грязные, машинка забитая чужими вещами. Неприятно вот это вот все. А еще сидишь, ждешь, пока приедет новая уборщица, чтобы все это убрать. И следующий у нас на обзоре MG Rose Boutique Отель. Здесь недавно открывшийся отель, прям После ремонта. после ремонта. Все вроде как чистенько, ты заходишь через парковку. Ну, это зачастую такое есть в Вьетнаме. Там небольшой ресепшн, но не все время сидит персонал, поэтому надо быть тоже аккуратным при заселении. Номера, ну, такие. У нас был номер забронирован без окон, маленький, небольшой, темненький. Нам сделали по возможности апгрейд с окном, уже гораздо получше, посветлее, поинтереснее, но сами номера темные, все в коричневых, в серых оттенках, поэтому так темновато. Но если вы спать туда приходите, это хорошо. Да, находится прямо у Walking Street, у Буйвен. Рядом также вот рынок, на котором мы кофе покупали в прошлом выпуске. И, в принципе, локация такая достойная и тихая была, несмотря на то, что все рядом, что тоже большой плюс. Полотенца чистые, постельное белье тоже ничего не меняли, все свежее. В принципе, достойный вариант как на несколько дней, так и на одну ночь пожить. Есть варианты с проекторами, есть варианты с ваннами, не только с душем, поэтому выбирайте тот вариант, который вам больше понравится. А бронировать отели где? Конечно же, в нашем приложении, ну и на нашем сайте по реферальным ссылкам. К тому же, если вы бронируете отели, авиабилеты, экскурсии по нашим реферальным ссылкам, то вы участвуете в нашем новогоднем розыгрыше. И 3 января 2027 года мы разыграем проживание в отеле. Завершаем сегодняшний выпуск отелем Collection о Sunrise отель Trung Son. Ну, это такой недорогой вариант отеля, Collection, то есть сеть за 900 рублей, за 9 долларов буквально. Мы приехали, нам пришлось немножко пешком доходить до отеля, поскольку дорога была перекрыта. Буквально 2 шага. Ну, пилили деревья, таксист кружил, как бы подъехать поближе, но подъехал. В целом неплохо, есть разные категории номеров, побольше, поменьше, выбираете тоже по бюджету. У нас был такой простой номер, окна есть большие номера. Этот отель находится в квартале, о котором мы говорили в предыдущем выпуске, где очень много почасовых отелей. Вот, но этот уже как-то не такой почасовой, но тоже снять, конечно, на часик, на 2, на 3 можно. Да, отель находится в отдалении от центра, но есть автобус, есть такси, и, в принципе, можно и добраться везде. Достойный вариант. Кафешки есть, Да. магазины недалеко, Все пишет, супермаркет. Starbucks новый открылся. Я здесь поставлю 8 баллов, мне прям все понравилось, несмотря на то, что здесь нету ни бассейна, ни спортзала, завтраков, ну все есть в пешей доступности, кроме бассейна, конечно. Ну, в целом неплохо, да, вариант хороший, уборщица, видно, ходит, убирается, и при нас убирали, поэтому нормально. Все чистенько, прям хорошо было. Ну что, я здесь с тобой соглашусь, поставлю тоже 8 баллов. Составляем наш рейтинг. Топ-5 отелей Хо-Чи-Минha в этом выпуске. И на первом месте у меня идет MG Rose Boutique отель. На второе место Lunara Mason Central Park. Третье я ставлю Collection of Sunrise Hotel Tong Thong. Потом у меня идет Eros отель и замыкает Tuan Viet Hotel. Я сделал немножко по-другому. На первое место я поставлю, несмотря на то, что это Love отель Eros. Затем, наверное, пойдет Sunrise. Далеко от центра, но, в принципе, удобно, все вот рядышком находится. Затем MG Rose, Lunara и замыкает Tuan Viet. А как ты недельку свою составишь, поедешь? Ну, на самом деле, по недельке здесь довольно сложно говорить, потому что, в принципе, все отели одинаковые. Если хотите подальше, то куда-нибудь вот как раз Sunrise. Но, наверное, начну с MG Rose, то есть хорошая локация, рядышком барная улица, то есть недалеко вот это все, можно как раз закидывать вещи и идти тусить. А вот потом напоследок какие-то другие варианты, даже не из сегодняшних отелей, а вот которые у нас были в предыдущие разы, либо вот будут в следующих выпусках из данных, вот как бы на релакс отель никакой не тянет. Ну да, здесь я тоже согласен, именно так поступил бы.
закинул вещи и уже дальше бы смотрел по ситуации, дабы дальше заселиться, либо в одном отеле вообще остаться. Ну что, на этом у нас выпуск подошел к концу. Желаю вам приятных продолжений выходных и обязательно ставьте лайк, пишите комментарии и, может быть, именно вы в следующем выпуске станете победителем нашего розыгрыша прохода в бизнес-лаунж. До скорых встреч. Через неделю. Пока-пока. Пока.